сегодня готовим любимый крем англичан. Нет, я неправильно сказала, не готовим, а просто ждем, потому что здесь ничего не надо готовить. И сама королева, и простые англичане, да что там англичане, и я обожаю этот крем. Нам понадобятся только сливки. Очень важно, чтобы сливки были жирные. Вот эти вот сливки, например, 50% жирности. Для приготовления этого чудесного крема нам понадобится или вот такая стеклянная посуда, или же керамическая. Итак, что нам нужно сделать? Просто заливаем эти жирные сливки в эту посуду. Очень важно, чтобы вы залили сливки высотой не менее 3 сантиметров должно быть и не более 6 сантиметров. Вот единственное, что нужно учитывать. У меня получилось около 4 сантиметров высота вот этих сливок. Теперь ставим в духовку, разогретую до 80 градусов Цельсия, на 12 часов. Все, видите, как просто. Посмотрите, прошло 12 часов, и как теперь этот крем выглядит. А ну-ка, вот так сдвинем немножечко. Посмотрите, здесь еще вот так вот водянистое. То, что главное, это вот верхушка, вот это вот крем. Посмотрите, вот какой он. Теперь дожидаемся, пока крем остынет. Накроем пленкой и ставим в холодильник еще на 12 часов. И на этом все. Крем пробыл в холодильнике 12 часов. И посмотрите, как теперь он выглядит. Посмотрите, какой он. Я попробую, а ну-ка. Очень и очень вкусно. Нечто среднее между сливочным маслом и густой сметаной. Перенесите в какую-нибудь посуду. Вот прямо так, смотрите, переносим. Не надо перемешивать. Оставшуюся вот эту жидкую часть крема в любую выпечку вы можете это добавить. Получится супер вкусно. Утрамбовываем вот здесь. Вот так прямо подаете на стол. Как же это вкусно! Если вы не попробуете, вы не узнаете. Не напрасно же англичане так обожают этот крем. Приготовьте сконы, приготовьте вот этот чудесный крем, ягодный джем, лучше клубничный, и наслаждайтесь. Почувствуйте себя королевой или королем. Накрываем пленкой крем и ставим в холодильник. Хранить можно этот крем в холодильнике до 5 дней.